Здравствуйте, друзья! В этом видео хочу рассказать вам, как сделать вот такой вот чертеж, вот это вот детали в программе Rhinoceros 3D. Чтобы это сделать, выбираем нашу деталь и пишем Isometric. Enter. Вы можете попробовать понажимать на разные буковки, вот здесь вот, но мне кажется, самое подходящее это NE. Да, хорошо. Теперь пишем Make 2D, вот этот вот режим. Hidden Lines, это важно. И отключаем группу Output. Окей. У нас генерируются вот такие вот 2D скетчи. Отодвигаем нашу деталь. Делаем правый клик вот здесь в слоях. Hidden Curve, правый клик. Select Objects. С Ctrl убираем лишнее. И удаляем. Вот так. Теперь пишем Layout. Здесь Adobe PDF. Имя можем изменить. Adobe PDF, A3, Landscape. Вот такие вот размеры. Если у вас нет Adobe PDF, то тогда Rhino PDF. Нажимаем ОК. Вот так. Теперь нам потребуется вот такая вот панелька. Если у вас ее нет, тогда нажимаем Window, Toolbars, ищем блок. Вот блок. Убеждаемся, что у вас включена галочка. Окей. Передвигаем эту панельку, сужаем до одной строчки. Теперь делаем правый клик, вот здесь вот в пустоту. Size to Content. И приклеиваем. Вот сюда. И теперь утоньшаем ее. Вот так. Нажимаем на вторую кнопку Insert. Здесь поискать на компьютере. И выбираем Rhino Drawing Block. Тот файл, что я привожу в описании. Дважды кликаем. Окей. Окей. И вставляем. Видите, что это нам добавило? Вот такую вот в углу панельку. И все вот это вот по краям. Хорошо, теперь дважды кликаем. Вот здесь. Выбираем деталь, отодвигаем. Выбираем все вот это. Передвигаем. Это тоже передвигаем. И смотрим, как оно здесь. Здесь оно немножко поменьше. Вот так. Эта деталь повернута на 90. Эти здесь наоборот поставлены местами. Вот так. Хорошо. Теперь можем дважды кликнуть. Дважды кликнуть вот здесь. Дважды кликнуть еще раз. И написать part-001, например. Окей. Окей. Теперь будем проставлять размеры. А также изменим вот эти вот линии. Как мы здесь можем заметить, они состоят из пунктирных, а не целых, как у нас. Поэтому для начала как раз решу проблему с линиями. Дважды кликаем, правый клик, Select Object, все вот это. Теперь делаем правый клик, Properties, Line Type, и здесь выбираем Hidden. Окей. Делаем правый клик, Select Objects, идем в настройки Properties, и здесь Line Type Scale, и уменьшаем. У меня в данном случае это 0,3. Оптимальный вариант. Дважды кликаем. Хорошо. Вот так. Теперь проставляем размеры. Идем. Драфтинг. Здесь вот этот вот размер. Линия Dimension. Смотрим. Где здесь ставились размеры? Вот здесь поставился. Сюда, вот сюда. 7.
Также размер вот здесь вот в пазе. Теперь выбираем этот размер и нажимаем на точечку вот здесь посередине. Нет таких точечек, как у меня сейчас, то тогда нажимаем F10, и они появляются. Выбираем вот эту точку и пододвигаем. Вот так. Хорошо. Теперь включаем опять режим размера и поставим вот этот вот размер. Отсюда вот сюда. Совсем не высоко. Где-то вообще вот так. Выбираем вот эту точку и отодвигаем. Вот так. Создание размера вот этого. Отсюда. Сюда вниз. Так. Теперь вот отсюда. Вот до сюда. Так. Выбираем размер. Выбираем точечку. Пододвигаем. Вот так. Создание размера. Отсюда. Вот сюда. Отсюда. Вот сюда. Отсюда вот сюда. Так. Выбираем точку. Пододвигаем. Хорошо. Теперь отсюда вот сюда. Так. Осталось поставить вот эти вот диаметры. То есть вот эти. Радиус. Но здесь, как мы можем увидеть, значок диаметра. Значит, вот эти. Выбираем вот это. Так, 20. Вот это. 14. Хорошо. Теперь поставим вот здесь размеры. Сначала отверстий. Вот так. Теперь расстояние. Здесь надо включить привязку к центру. Вот, цен. Сюда, вот до сюда. 3. Теперь радиус. Видите, вот здесь буковка R. 0,4. Можем изменить текст, поставив в конце x2. Окей. Так. Берем вот этот вот плюсик еще. Дважды кликаем. Центр марк. Ставим None. Окей. Вот так. Теперь настроим вот это. Размер. Отсюда надо включить int. Так. 3. Выбираем точечку. Передвигаем. Так. Теперь вот этот вот размер. Примерно вот отсюда, сюда. Убираем точечку, передвигаем. Так. Теперь вот этот вот размер. Посмотрим, что еще. С той стороны тоже. Центр. Сюда. 3. Теперь проставлю такие вот линии пунктирные всякие. Берем линию. Ищем центр. Вот. Отсюда вниз. Она должна заканчиваться раньше, чем размер. Поэтому можем выбрать точечки размера и отодвинуть. И линию укоротить. Включаем гамбл, выбираем точечки, включаем гамбл. Вот так. Выбираем линию.
Здесь line type. Hidden. Смотрим. Не совсем тот. Dash dot. Это уже более похоже. Так. Не то. Вот этот был самый похожий. Масштабируем. Вот так. Хорошо. Теперь нарисуем еще одну вот здесь. Рисовать линию. Отсюда наверх до сюда. И тоже включаем line type. Dash dot. И смотрим параметры. Размер 2,6. Вот так. Хорошо. Теперь вот здесь еще размеры поставим. Да-да. Так. Так. Вот здесь. Так, выбираем точечку, отодвигаем. Это здесь плохо, здесь лучше вот так оставить. Хорошо. Теперь проставим такие вот штучки везде. Плюсики. Выбираем. Ножны кликаем. Идем в центр марк и смотрим. Это марк размером 2,5. Хорошо. Значит, рисуем. Центр марк. Вот сюда. 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 Куда он еще там ставился? Сюда, сюда, сюда. Так. Вот. Это центр марки. Ну вот, я, в принципе, рассказал про основные инструменты чертежа. Дальше уже, если вы захотите, вы можете сами проставлять остальные размеры. Это тоже будет также легко. Теперь нажимаем «Файл», «Print». Указываем или Adobe PDF, или Rhino PDF. Здесь A3. Все вот это. Я здесь ничего не менял. И нажимаем Print. Экспортируем. И вот он, наш чертеж. С вами был Роберт Евтефеев. Всем пока-пока.